Глава 144. Селянь обернулся и увидел говорящего, того самого отнимающего жизни демона острого лезвия, который добавил: «Слишком уж сильный людской дух от тебя исходит». Толпа зашумела, он же мастер марионеток. Это можно понять. И демоническая ци от него тоже ощущается. Но демон острого лезвия запротестовал: «Нет, нет, вы еще раз приглядитесь повнимательнее. Демоническая ци этого мастера марионеток исходит вовсе не изнутри, а как будто наоборот, нанесена снаружи». Окружив селяне демонической ци, Хуачен вполне мог бы обмануть демонов, но когда принц оказался в центре всеобщего внимания, все детали стали рассматриваться во много раз тщательнее. Раскомандовавшийся демон острого лезвия выглядел не слишком умным, почти как всевидящий глаз. Селянь даже принял было его за незначительную пустышку. Но, как выяснилось, провести его не так-то просто. Кто-то тут же согласился, а этот, кажется, кое в чем разбирается. И что же получается, он нам солгал? Как это выяснить? «Ты знаешь способ?» — демон острого лезвия ответил: «Знаю. У меня есть предмет, который поможет нам узнать, что же он на самом деле за зверь». Он выудил из рукава вещь, от которой демоны вмиг расступились, образовав широкий круг. «Мамочки! Еще и магические талисманы при себе таскаешь. Да ты есть тот затесавшийся в наши ряды небесный чиновник, как я погляжу». Демон острого лезвия холодно прошипел: «Ошибаешься. По дороге сюда я убил несколько заклинателей и всего лишь подобрал их барахло. Это обыкновенный магический талисман, сработает только против ерунды вроде мелких демонов и оборотней. А раз уж вы все забрались так далеко, следовательно, талисман не причинит вам вреда. Смотрите внимательно». С громким шлеп он прилепил желтую бумажку себе на лоб. Послышалось шипение, и талисман задымился, оставив на лбу демона черную подпалину. Демон острого лезвия быстро стер черноту с лица и заявил: «Вреда, конечно, никакого нет, но даже так на моем лице остался небольшой след. Это ведь подтверждает мою истинную сущность, верно, магические талисманы использовались для противостояния нечисти, но точно так же могли помочь распознать нечеловеческое существо». Демон острого лезвия указал пальцем на селяня. «Если ты и впрямь мастер марионеток, налепи себе на лоб этот талисман. Посмотрим, останется ли след, и все само собой разъяснится». Селянь и бровью не повел, но мысли его закружились со скоростью ветра. Как вдруг он услышал уверенный голос Хуачена: «ГГ, не волнуйся». Тогда принц понял, Хуачен знает, как выпутаться из этой ситуации. Поставив Хуачена на землю, селянь преспокойно вышел вперед, взял талисман и налепил на лоб. Раздалось все то же шипение, бумага задымилась черным, но когда дым рассеялся, лицо принца осталось кристально чистым, без единого пятнышка. Это доказывало, что демоническая ци лишь окружает его извне. Кроме того незнакомца в плаще, что стоял со скрещенными на груди руками, в одно мгновение несколько сотен демонов с криками окружили селяня и Хуачена. Еще немного, и они пустили бы в ход свое причудливое оружие, но тут их отбросило прочь невидимым барьером. Толпа ошеломленно воскликнула: «Го! А ты, оказывается, силен!» Селянь развел руками. «Я ничего не делал». И тут заговорил Хуачен, стоящий за его спиной. Он шагнул вперед, заведя руки за спину, и сказал: «Мелкие демоны из глухомани дальше своего носа ничего не видели, а устроили переполох. Эй, а ты, кукла мелкого демона, стало быть, много в жизни повидал, от него нисколько не веет демонической ци, и это чистая правда. Кто вы такие будете?» «Немедля отвечай, Хуачен, полная чушь. Разумеется, от него и не будет веять демонической ци. Потому что настоящий мастер марионеток — это я». Вместе с этой фразой демоны ощутили обуявший их порыв холода, будто все вокруг сковало льдом. Даже будучи по сути своей темными холодными существами, они все как один содрогнулись и запричитали, что ходит Хуачен, просто показал вам мир чуть дальше собственного носа. Стоило Хуачену скрыть мощь своей ауры, и демоны наконец перестали дрожать. Демон острого лезвия, еще явно не оправившись от испуга, забормотал:
ты мастер марионеток, он тоже мастер марионеток, так кто же все-таки мастер? Нет, он точно не может им быть. Но кто же он такой? Хуачен еще не успел ответить, как Селянь, слегка улыбнувшись, произнес: «Я, разумеется, принадлежу ему». Спустя некоторое время замешательства демоны наконец все поняли. Выходит, все наоборот. Он хозяин, а ты его кукла-марионетка. Демон острого лезвия с сомнением спросил: «А зачем ты сказал, что ты мастер?» Для чего солгал? Хуачен улыбнулся. Потому что мне это показалось забавным. Селянь тоже улыбнулся. Да. Самая главная причина — хозяину это показалось забавным. Когда первоначальное потрясение спало, демоницы втянули обратно удлинившиеся когти и языки и принялись кружиться возле селяня, бурно обсуждая внешность принца. По какой-то причине их рассуждения теперь разительно отличались от того, как это было с Хуаченом. Они будто дали себе больше свободы в желаниях. К примеру, слышалось такое: «Так значит, вот этот молодой ГГ на самом деле и есть марионетка. Ай, как мне нравятся мужчины в таком возрасте, хочу себе такого теперь еще больше». Неужели правда не делаете на заказ? Селянь мягко отозвался: «Что ж, спасибо за вашу симпатию. Но на самом деле я не так уж молод, это что, человеческая кожа? Сработано чисто, совсем не чувствуется удушающей вони, как от похотливых живых мужиков. Мастер, что вы делаете, чтобы сохранить его кожу в таком состоянии? Пользуетесь ли духами?» Селянь ответил: «Да, кожа человеческая. Духами не пользуюсь. Просто нужно почаще мыться и пить побольше воды. Ох, кажется, с этой куклой можно сделать много всякого. Разного. Он хорош и лицом, и телом. С виду и кожа на ощупь должна быть приятной. Вот только немного худенький. Интересно, есть ли плоть у него под одеждой?» Хи-хи-хи. Селянь, слушая, сохранял на лице скромную сдержанную улыбку. Но тут какая-то демоница, сияя глазами и играя бровями, на самом деле потянулась пощупать его грудь. Хуачен тут же сложил два пальца вместе и легонько ими взмахнул, отталкивая прочь целый круг изящных, но иссушенных женских рук. Селянь поспешно присел рядом с ним, словно спрятавшись от нежелательного внимания. Демоницы возмутились: «Что такое? Тоже скажешь, что у твоей куклы характер не сахар, и он не любит, когда его трогают?» Но, на наш взгляд, характер у него весьма покладистый. Хуачен дотянулся рукой и чуть приподнял селяня за подбородок. У него действительно покладистый характер. Вот только у меня нет. А то, что мне нравится, кроме меня самого, никому трогать не позволено. Селянь, подчиняясь его жесту, приподнял голову. Конечно, от еле сдерживаемого смеха у него свело мышцы живота, но все же принц подыграл, посмотрел Хуачену в глаза и искренне сказал: «Вовсе нет. Характер у Сань, хозяина, очень хороший». Хуачен тоже улыбнулся, весьма удовлетворенный ответом. Так они принялись разыгрывать спектакль, подпевая друг другу. Но тут вновь какой-то демон вмешался, а мне все равно кажется, что от него исходит слишком сильный человеческий дух. Демоницы накинулись на него: «И чего тебе еще надобно?» Демон ответил: «Слыхал я, что внутри кукол, обтянутых человеческой кожей, вовсе не плоть и кровь, а другой наполнитель. И если их пронзить мечом, то кровь не потечет. Дайте-ка я проткну его и посмотрю». Не успев договорить, он замолчал, испуганный острым как лезвие взглядом. Хуачен ледяным тоном ответил: «Только посмейте тронуть его, увидите, что будет. Решили, будто вам позволено касаться вещей, дорогих моему сердцу». Толпу уже потрясла мощь его ауры, а после прямой угрозы и подавно никто не осмелился совершить опрометчивый поступок. Неосознанно демоны расступились, освобождая вокруг двоих пустое пространство. Зачинщик же, демон острого лезвия, видя, что ситуация ему не благоприятствует, принялся, напротив, сглаживать углы. «Уважаемый мастер, прошу вас, не гневайтесь. Мы пока не перешагнули границы горы Тунлу. Поговорим позже, когда окажемся внутри. А пока не стоит затевать смуты». Взгляд Хуачена скользнул в сторону,
он сказал, чем неотступно крутиться возле моей куклы, лучше бы спросили вон того господина, почему он до сих пор отказывается снять плащ. Рядом с селянем стоял странноватый путник в плаще, который за все время поднятой шумихи не снял своих одеяний, так и оставшись стоять с руками на груди, будто пришел посмотреть на представление, которое его не касалось. Теперь же, стоило Хуачину на него указать, дальнейший просмотр спектакля представлялся невозможным, главная роль перешла к нему самому. Демон острого лезвия шагнул к незнакомцу. «Дорогой, друг, сними и ты свой плащ, покажи нам, что скрываешь под ним». Путник долго стоял неподвижно, и когда селянь уже усомнился, не нападет ли тот, и приготовился в случае чего бежать, незнакомец вдруг сдернул с себя капюшон. Под ним оказалось красивое, однако ничем не примечательное лицо. Если такого встретить в толпе, за симпатичное лицо не зацепится глаз, и скоро его забудешь. Поэтому демоны, увидев истинное положение дел, немного разочаровались. Селянь же, напротив, насторожился. А Хуачен тихо, чтобы слышал только принц, произнес, сразу ясно, что лицо фальшивое. Селянь кивнул ему. Иногда небесным чиновникам или же прославленным демонам приходилось наведываться в мир людей по важным делам, но истинное обличие использовать было нельзя, поэтому они надевали фальшивую личину. Тогда на первый план выходила обыкновенность, и неважно, красивое лицо или нет, главное, чем обычнее, тем лучше, чтобы люди, пускай даже им приходилось таращиться на него целый час, отвернувшись, тут же забывали, как он выглядит. Тогда перевоплощение считалось успешным. И лицо путника в плаще идеально подходило под это требование. Поэтому принц был практически полностью уверен, что это не его настоящее обличие. Вот только кто же он тогда на самом деле? Демон острого лезвия протянул путнику талисман. Тот принял и без тени промедления налепил себе на лоб. Раздалось шипение, заструился дымок, остался след. Как видно, он тоже демон, а не человек. В такой неразберихе многие демоны начали раздражаться. И все-таки затесался к нам небесный чиновник или нет? Кто первый это заметил? Только не говорите теперь, что просто ошибся, демон острого лезвия поднял руку. Первым заметил я, и это чистая правда. Я совершенно точно уловил запах неба. А для всех стало неожиданностью, когда он на полуслове внезапно издал пронзительный крик и повалился на землю. Селянь, удивленный случившимся, подбежал, чтобы взглянуть, и увидел на теле демона кровавую рану, которая прошла насквозь через живот. А края раны неясно мерцали божественным сиянием, которое могло исходить лишь от небожителя. Демоны всполошились, поглядите на его рану. Среди нас в самом деле прячется небесный чиновник. Зажимая ранение, демон острого лезвия с состраданием и удивлением в голосе воскликнул: «Берегитесь! Он хочет уничтожить свидетелей!» В толпе началась паника, будто масло взорвалось в котле. Все схватились за оружие и, опасливо тыча им во все стороны, наперебой заголосили: «Да кто же это? Кто хочет уничтожить свидетелей? Где спрятался?» Когда демону острого лезвия досталось, первой же мыслью, мелькнувшей в голове селяня, было: так и знал, тот, кто присваивает себе столь хвастливые прозвища, легче всего становится первой жертвой. Помолчав, принц все-таки сказал: «Вы все только что видели, ни я, ни мой хозяин ничего не делали, ведь все время находились у вас перед глазами». С такими словами принц бросил взгляд на путника в плаще, который тоже приподнял руку, и, понизив голос, сказал: «Согласен». Селянь наклонился и осмотрел рану демона острого лезвия. Это порез мечом. Из всех присутствующих мечи имеются, оглядевшись, принц тут же замолчал. Меч — это оружие пользовалось наибольшей популярностью не только в мире людей и небесных чертогах. И в мире демонов аналогично. Из 400 демонов, по крайней мере, более 300 носили при себе мечи, так сразу и не сосчитать. Селянь тихо кашлянул и добавил: если бы было побольше талисманов для проверки, не пришлось бы волноваться о незнании, кто это сделал. Разумеется, он сказал это просто так, притворяясь, что проявил участие.
Но если среди них правда прячется кто-то из небесных коллег принца, Селянь не хотел бы помогать отыскать его. Да и демон острова лезвия наверняка не смог бы предоставить столько талисманов. К вящему удивлению принца, демон острова лезвия и впрямь одним махом выудил откуда-то толстую стопку. «А у меня есть, Селянь», не удержавшись, посмотрел ему за спину. «Ты откуда их достал? Это не важно, нет, это очень важно». Обычно заклинателю нет нужды носить с собой такое количество тяжелых вещей, все равно, что таскать гору кирпичей, которые насмерть придавить можно. «Сколько же заклинателей ты убил по дороге сюда?» Демон острова лезвия вытаращил на него глаза. «Больше 20, кажись, что ж, это все объясняет». Даже если у каждого заклинателя при себе имелось всего несколько десятков талисманов, вместе как раз получалось несколько сотен, без лишних слов толпа демонов, торопясь наконец выискать притаившегося среди них небожителя, наспех выдумали способ, построились парами и взяли по талисману, чтобы приклеить друг другу на лоб, а затем посмотреть, остался ли след. Некоторые мелкие демоны поглядывали на талисманы с опаской. Обязательно лепить на себя? А вдруг он рассеет мою душу? Не рассеет. Это такой же талисман, который они только что испробовали, очень низкой мощи. Самое большее оставит подпалину. А Хуачен чуть прищурился, словно что-то почувствовал. Вскоре более 400 демонов налепили себе на лоб по желтому листку, зрелище вышло странным и потешным. Однако после не произошло совершенно ничего. Демоны стали переглядываться. «В чем дело, эй, демон острова лезвия, каких таких заклинателей ты убил?» «Шарлатаны, не иначе. Талисманы то не работают», Селяню все это с самого начала показалось подозрительным, а теперь он слегка нахмурился и даже открыл рот, чтобы заговорить, как вдруг демоница неподалеку от него надула губы и возмутилась. «Все, хватит, я его срываю». «А что такое? Почему никак не сорвать?» Сразу раздался визг нескольких демониц. «У меня тоже. Почему никак не сорвать?» Плохо дело, в тот же миг Хуачен велел принцу: «ГГ, пригнись». Селянь немедленно подчинился, и Хуачен также быстро закрыл его уши руками. Путник в плаще неподалеку тоже поспешно накинул капюшон и присел на одно колено. А затем воздух огласился вереницей громкого треска, будто разорвалось множество хлопушек.